Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам, как в вязании крючком вяжется столбик без накида. Один из основных и самых простейших элементов, из которого потом состоят узоры. Закрепили, провяжем несколько воздушных петель. Вот так достаточно. Для того, чтобы вам было более понятно, я буду вязать сами столбики без накида ниткой другого цвета. Поэтому это просто будет в стороне. Темно-бордовая. Возьмем нитку посветлее. Вот она у меня. И продолжим наше вязание. Сейчас я просто введу в работу новую нить другого цвета, поэтому не буду ничего комментировать, чтобы не сбивать вас. Хочу сразу сказать всем начинающим вязальщицам, что независимо от толщины нитки, когда вы вяжете первый ряд после цепочки крючком, после косички, вот, то есть начинаете по сути делать основу вашего вязания вот с этой косички, он всегда тяжелый, неудобный, ну я не знаю того, кто любит его провязывать, но зато потом результат того стоит. Если вы любите вязать и вам это понравится, то вы будете получать наслаждение от работы. Поэтому первый ряд нужно просто пережить. Вот. Показываю, как же вязать петлю без накида. В первом ряду мы всегда вводим наш крючок в две верхние дольки косички. Вот они, раз, два. Вот наша косичка, и вот это вот две верхние дольки. Нижняя долька остается снизу, потому она и нижняя. Повторюсь, первый ряд всегда вот с такими выкрутасами, потому что он первый. Ввели крючок в верхние дольки косички, захватили основную нить, которая у вас на указательном пальце, и протянули эту нить в дольки косички. У вас на крючке осталось 2 петли, оказалось 2 петли. Вы опять захватываете основную нить с указательного пальца и протягиваете вот эти 2 косички. Вот у вас получилась петля без накида. Одна петля у вас осталась на крючке, вы будете продолжать от нее дальше вязать и продолжаем делать то же самое. Разделяем нижнюю дольку и 2 верхние. Вот мы ввели в 2 верхние дольки, вот они, 2 верхние, одна и вторая. Хватаем основную рабочую нить, протягиваем в эти 2 верхние дольки. Опять хватаем основную рабочую нить с указательного пальца и протягиваем ее через 2 наших петельки, которые были на крючке. Опять на крючке остается 1 петля. Мы продолжаем дальше вязать наши петли без накида. Захватываем 2 верхние дольки, захватываем основную нить, протягиваем ее через верхние дольки косички, опять захватываем верхнюю нить и опять протягиваем в образовавшиеся 2 петли. Получили 1 петлю. Делаем то же самое и дальше. В 2 верхние дольки косички захватываем рабочую нить с указательного пальца, захватываем опять рабочую нить и протягиваем ее через 2 образовавшиеся петельки. Важно все-таки внимательно очень следить для того, чтобы вязание было целостным, чтобы вот тут внизу край не был покореженным, все-таки набраться терпения и связать этот первый ряд правильным образом. 1 петля снизу, 2 маленьких дольки косички сверху. Протянули, вытянули. Делаем то же самое. Протянули, вытянули. То же самое.
Ну, вот так. Надо было равномерно набирать косичку. 2 верхние, основная, протянули, опять основная, вытянули. Опять вводим крючок между нижней долькой и 2 верхними, захватываем основную нить, протягиваем, опять захватываем и 2 петельки протягиваем. Продели, захватили, продели, захватили. Первый шаг, продели крючок под 2 верхние дольки косички. Второй шаг, захватили основную рабочую нить и протянули ее в эти 2 дольки косички. Третий шаг, опять захватили рабочую нить и протянули в 2 образовавшиеся петли. Первый шаг, ввели крючок под 2 верхние дольки косички. Захватили основную нить. И третий шаг, основную нить протянули в образовавшиеся дольки косички. Первый шаг, ввели крючок в верхние дольки косички. Второй шаг, захватили основную нить и вытянули ее в эти 2 дольки косички. Третий шаг, захватили основную нить и протянули ее через 2 образовавшиеся петли. Первый шаг, ввели крючок под верхние дольки косички. Второй шаг, захватили рабочую нить и вытянули ее между дольками. Третий шаг, захватили рабочую нить и протянули ее через 2 образовавшиеся петли. Первый шаг, ввели крючок под 2 верхние дольки косички. Второй шаг, захватили основную нить с указательного пальца. Третий шаг, захватили основную нить с указательного пальца и протянули ее в 2 образовавшихся петли. Вот так выглядит наш столбик без накида. Чтобы вы поняли, что не все так сложно и не все так страшно, я покажу вам, как легко он вяжется, когда уже вы сделали этот многомучительный для вас первый ряд. Обязательно всегда при переворачивании вязания нужно делать петлю подъема, для того, чтобы вот по этому боковому срезу, боковому шву, скорее всего, который у вас будет, он у вас не стягивался. Петля подъема — это обычная воздушная петля. Вот так поднялись и вяжем столбики без накида. Теперь это будет делать намного проще, потому что у нас образовывается такого рода дырочки, вроде бы как дырочки. Причем они образовываются независимо от толщины нити. Ну, разве что вы очень будете туго вязать, то эти дырочки будет сложно в них попасть крючком. Но в принципе они все равно будут, теоретически они есть. Что вы делаете? Вот сразу видно, что намного проще. Вводите крючок в верхние дольки косички. Вот они, одна, вторая. Захватываете основную рабочую нить с указательного пальца, протягиваете. Опять захватываете и протягиваете в 2 образовавшиеся петли. Опять под верхние дольки косички захватываете рабочую нить, протягиваете через эти дольки, опять захватываете рабочую нить и протягиваете через 2 петли. Все, вот посмотрите, насколько проще это делается. Сейчас мы с вами свяжем это очень быстро. Тому, кто не запомнил, придется останавливать видео и перематывать, потому что действительно это делается очень быстро. И можно получить огромное удовольствие от вашей работы. Посмотрите, какая получается красота. К слову, могу сказать, что вот из такого рода ниток они очень прочные. Это обычная синтетика обработанная. Здесь с люрексом, бордовая нить без люрекса. Очень хорошо вязать различного рода кашпо, подсвечники, коврики. Сейчас это очень модная деталь, дизайн интерьера. Особенно если у вас получится это сделать самостоятельно, то ваш интерьер будет, конечно, индивидуальным, эксклюзивным и очень красивым. А главное, вы будете собой гордиться. Вот так. Вот ряд столбиков без накида. Сверху косичка,
в которой мы будем вязать следующий ряд. Вот таким образом выглядит столбик без накида.